Ребята, я на 2 ночи остаюсь. Номер. Я плачу за этот номер за 2 ночи. Получается у меня 212 евро. Что в принципе нормально, это самый центр. Тут рядом Королевский дворец, Пласа Рояль, по-моему, Пласа Рояль, да, называется. Тоже Королевская площадь, Королевский дворец. Короче, все здесь королевское, все здесь рядом. Номер у меня тоже королевский. Ну, короче, номер небольшой, но стильный. Мы же с вами стильные ребята. Небольшой рум-тур, небольшой, да. Значит, вот это моя дверь, откуда я пришел. Вот мои ноги, которыми я шел. И значит, здесь сразу же, не отходя от кровати, так вот красивенько здесь сделано, да? Не отходя от кровати, у меня раковина и сразу же туалетно-душевая комната. Вот так это все выглядит. Очень прикольно. И вот так, значит, я развесил свои некоторые вещи. Зарядки рядом, да? Такие зарядки и есть USB-шные. И с той стороны, по-моему, тоже. Да, с той стороны такой же компот у нас. Вот. И стандартные зарядки, любые переходники никакие не нужны. Там у меня балкон. Балкон, ну если вы как бы видите номер, который 12 квадратов, да, скорее всего, как ваш туалет, да, или ванная комната. Балкон здесь можете представить, каких размеров, ну вот таких. Но выйти туда можно. Да, он чуть-чуть выпирает, сантиметров на 30, наверное. Выход во двор, внутрь. Да, кто-то скажет, ну, вида нету, хочу вид. Вид круто. Но, ребята, если вид в центре Мадрида у вас, это шум такой, что трындец. Здесь много таких очень узких улочек, где всего по одной линии, это вот в центре. И грузовики пытаются еще заворачивать, разворачивать. Часто из-за этого создаются пробки. Выходишь и сразу в такой трафик попадаешь.